Всем привет! Прошел уже 5-й месяц с тех пор, как я начал учиться играть на гитаре. В этом месяце много чем занимался, но именно игре на гитаре получилось уделить мало времени. Большую часть времени у меня отнял в этом месяце «Синий трактор». После того, как я записал мини-кавер на электрухе поверх оригинала, я загорелся идеей создать более полноценный кавер. Но моих знаний для этого не хватало. Я начал смотреть всякие обучающие ролики по созданию музыки в FL Studio и в цифровом виде написал партии всех инструментов отдельно. Примечательно, что ноты я практически не знаю, и найти ноты отдельных партий в интернете оказалось сложнее, чем я думал. Вот как я решил свою проблему. Я зашел на сайт vocalremover.org, там можно через искусственный интеллект прогнать песню, и он ее разделит на отдельные дорожки инструментов. Он работает, конечно, не совсем идеально, остается грязь от других дорожек, но это сильно облегчает процесс. Ссылка на сайт в описании под видео. По барабанам я подбирал на слух, включал разные участки песни и старался воспроизвести их в FL Studio. По бас-партии я делал так. Я загружал аудиофайл в инструмент NewTone, отцентровал все ноты, чтобы они четко на свое место встали, и убрал вариативность, чтобы они максимально четко звучали. Затем можно в формате MIDI скопировать все ноты и вставить в любой цифровой инструмент, например, встроенный в FL Studio Citrus. В пресетах выбираем бас, который нас устроит, у меня выбор пал на Deep 2, и в Piano Roll вставляем скопированный рисунок MIDI. Получается примерно так. Затем остается только поправить все, почистить от ненужных призвуков и накинуть эффекты. Затем осталось записать свою гитару вживую и все это смешать в одно целое. Еще добавил звук зажигания в начале, звук угасающего двигателя в конце и автомобильный сигнал после начального проигрыша. Вроде прикольная фишка получилась. Я решил, что это будет чисто инструментальный кавер, без вокала. По вокалу возникают слишком много спорных вопросов. Оставить оригинальный текст или менять его? Если менять, то как? Петь самому или попросить кого-то? Решил, что в данном случае лучше без него оставить. К тому же по нотам гитарная партия повторяет вокальную партию, и возможно они бы мешали друг другу. Ладно, много болтовни, слушаем. Не идеально, конечно, в некоторых моментах кривовато сыграл на гитаре, где-то мне хотелось бы еще пожестче сделать, но пока моих знаний и навыков хватает только на такой результат. В качестве первого раза я в принципе доволен. В будущем уже буду углубляться при создании других каверов или своих композиций. После того, как я почти закончил работу над кавером, мне захотелось как-то визуализировать это все. Статичная иллюстрация мне показалась слишком скучной, и я задумался об анимации. Опыт с нарисованием иллюстраций у меня есть, но вот анимацией я пока не занимался.
Поэтому и здесь мне пришлось открыть ютубчик, сначала выявить подходящую программу под мою затею, и затем изучать процесс анимации. Сразу скажу, это бесконечно много времени занимает. И я решил, что у меня анимация будет максимально сдержана и минималистична. Примерно как в оригинале трактор будет ехать на одном месте, а задний фон двигаться. Иначе я еще до Нового года сидеть буду с этим трактором. В настоящий момент, правда, все еще находится на этапе отрисовки, и к процессу анимации я пока совсем не дошел. Много показывать не хочется, но чтобы общее понимание было. Вот часть кадра. Такой маленький тизер, так сказать. Чтобы ускорить процесс и черпать идеи не только из своей головы, я использовал нейросеть. В ней нагенерировал разные картинки для фона и предметов мира. Надеюсь, что уже в скором времени у меня получится завершить это все, и я загружу кавер отдельным видео на мой канал. Поэтому обязательно подписываемся, чтобы не пропустить. Помимо этого, в этом месяце я сделал 2 небольших видео. Одно, где я заменил болтики на бридже и показал, где их брать. Другое — обзорчик посылки с магазина Strunky.ru. Пару недель назад менеджер этого магазина связался со мной по поводу сотрудничества. И теперь все мои подписчики по промокоду «Чайник» могут получить скидку 7% в магазине Strunky.ru и 5% в магазине Park Guitar. При этом 3% от суммы заказа начисляются мне, но заработком это сложно назвать. Например, с заказа в 1000 рублей мне капнет 30. Мелочь, но все равно приятно. А главное, при заказе ваши деньги сэкономят. Взял себе у них пару комплектов струн и хочу в ближайшем будущем немного обслужить гитарку. Полирнуть лады пастой Гои, освежить гриф лимонным маслом и поменять струны. Я это буду делать впервые, поэтому, возможно, запишу небольшое видео по этой теме. Надеюсь, что после этого лязг об лады немножко меньше станет. Он и так не критичен, но если это поможет, то я буду только рад. Кстати, если среди вас есть те, кто хочет меня поддержать копейкой, я создал страничку на Boosty, и вы имеете уникальный шанс стать моим первым подписчиком. Пока я не придумал, какой контент туда буду дополнительно грузить, но скорее всего я буду туда закидывать файлы с табами, которыми я пользуюсь в своих видео. Скоро сделаю полноценные табы по синему трактору и выложу туда. Возможно, туда же скину и минусовку, под которую можно играть. На этом все. Всем спасибо, кто смотрит мои видео до конца. Если вам нравится смотреть мои выпуски, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это бесплатно. Спасибо за внимание. Всем рока.